Всем огромный привет, добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами готовим очень нежный, очень вкусный ореховый торт. Этот невероятный десерт стал фаворитом в нашей семье, проверен лично малоежками, рекомендую на 100%. Мы его уже продегустировали на нашем мукбанг канале, ссылочку оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, пробуйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочка внизу в описании под видео, переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейший ореховый торт. Мы начинаем. Для приготовления вкуснейшего божественного орехового торта для начала мы с вами поставим тесто. Для этого нам потребуются грецкие орехи. У меня здесь количество 300 грамм, 200 грамм сахара, 6 яиц, 160 грамм здесь у меня просеянной муки. Также нам потребуется 1 пакетик разрыхлителя 11 грамм, 1 пакетик ванильного сахара, у меня здесь 5 грамм, и на кончике чайной ложки соли. Для начала нам необходимо при помощи блендера измельчить грецкие орехи. Некоторое количество орехов помещаем в чашу блендера, сколько поместится. Закрываем крышкой, подключаем моторную часть и измельчаем. Вот до такого состояния измельчаем орехи. Точно так же сейчас поступлю с оставшимися орехами, затем покажу, что делать дальше. Итак, друзья, орехи я все измельчила при помощи блендера и разделила ровно на две части по 150 грамм. Пока убираю в сторону, они нам пригодятся чуть позже. Друзья, прежде чем нам приступить к взбиванию яиц с сахаром, я заранее готовлю форму. В форме я застилаю дно пергаментной бумагой, плюс по краям также застилаю все пергаментной бумагой. Если нет желания или возможности воспользоваться пергаментной бумагой, то можно обмазать полностью форму маслом и присыпать мукой либо манкой. Пока подготовленную форму убираю в сторону, а также заранее ставлю духовку разогреваться до 180 градусов. Далее беру чашу миксера и отправляю в чашу миксера 6 яиц. Далее на миксер одеваю насадку венчик, устанавливаю чашу, опускаю головку миксера и, начиная с небольших оборотов, постепенно увеличивая скорость, начинаю взбивать яйца. Когда миксер я уже установила на максимальную скорость, постепенно начинаю добавлять сахар. Взбиваю на максимальной скорости до пышности. Яично-сахарная масса у нас должна увеличиться в 3 раза. Итак, друзья, даже более чем в 3 раза у нас увеличилась масса. Заранее просеянную муку отправляем и аккуратно вот такими движениями сверху вниз начинаем перемешивать. Сюда же отправляем ванильный сахар, разрыхлитель и орехи. И сверху вниз начинаем аккуратно перемешивать, чтобы масса наша не потеряла в объеме. Стараемся это делать как можно аккуратнее, вот так. Перемешать необходимо тщательно, чтобы у нас нигде не было комочков из муки. Все, друзья, тесто нашего орехового бисквита у нас готово. Тщательно я его перемешала. Далее берем ранее подготовленную форму и аккуратно переливаем наше тесто в форму. Я работаю при помощи резиновой лопатки, чтобы абсолютно все тесто легко вынуть из чаши миксера. Все, друзья. Готово у нас тесто для отправления в духовку. Вот так слегка его еще потрясем, чтобы подровнять. Отправляем наш будущий ореховый бисквит в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 30-40 минут. Готовность бисквита будем проверять при помощи зубочистки. Итак, друзья, выпекала я бисквит в течение 35 минут. Готовность проверяла шпажкой. Далее я его перевернула вверх дном на доску. И теперь необходимо бисквиту дать остыть. Пока убираем в сторону, тем временем займемся кремом. Тем временем, друзья, пока у нас с вами остывает корж, мы приготовим крем. Для крема нам потребуется 1 банка вареной сгущенки, здесь у меня 370 грамм, и 200 грамм сливочного масла. В чашу миксера отправляем ингредиенты для крема. Снова одеваем насадку миксер, устанавливаем чашу, опускаем головку и взбиваем крем. Все, друзья, крем у нас с вами готов. Посмотрите, вот такой у нас сливочный крем с вами получился. Все перемешалось до однородности. Все, друзья, крем у нас готов. Ждем, когда остынет бисквит. Итак, бисквит у нас остыл. Теперь аккуратно снимаем пергамент. И сбоку тоже снимаем пергамент.
Далее либо ножом, либо вот такой струной я буду резать бисквит. Чтобы я могла его точнее разрезать, я его ставлю прямо на стол. Выставляю необходимую мне высоту. Вот здесь по бокам регулируется струна. И начинаю потихоньку круговыми движениями заходить в бисквит. Разрезаем бисквит ровно пополам. Также это можно сделать при помощи ножа. Просто не всегда это получается очень ровно. Все, друзья, бисквит разрезан. Давайте посмотрим. Вот такой шикарный у нас с вами получился ореховый бисквит. Дальше нам его необходимо промазать кремом. Беру сразу поднос, где у меня будет располагаться торт, и в центр небольшую каплю крема устанавливаю. Первый корж. Крем примерно делю на 3 части визуально. 1/3 я мажу в середину, а 2/3 я буду размазывать сверху торта. Сверху и по бокам. Равномерным слоем стараемся размазать крем по нашему коржу. Итак, друзья, первый корж я намазала. Примерно 5 мм толщина крема у меня получилась. Здесь немножко, как вы видите, можете наблюдать, ямка. Это потому, что после выпекания корж немножко сел. Ничего страшного, на вкусовых качествах это совершенно никак не скажется. Далее, как можно ровнее стараюсь, ставлю второй корж. И покрываю теперь кремом верх и бока тоже. Также стараюсь равномерно распределить полностью крем. Чуть позже покажу, что у меня в итоге получится. Ну что, друзья, кремом я везде равномерно смазала наш тортик. И у нас оставались орехи в количестве 150 грамм, если вы помните. Теперь этими орехами сверху посыпаем наш замечательнейший ореховый тортик, который чуть позже мы будем с вами дегустировать. Я его разрежу и покажу, какой он получился в разрезе. Сейчас нам необходимо не только сверху, но и сбоку тоже все обсыпать орехами. Вот так. Ну что, друзья, посмотрите, вот такой красавчик у нас с вами получился. Теперь ему необходимо обязательно пропитаться. В идеале, если вы сделаете его на ночь и положите в холодильник, я оставлю его на столе пропитываться в течение 2-3 часов. Чуть позже мы его с вами разрежем, я покажу, как он выглядит в разрезе, и продегустируем на нашем мукбанг-канале. Вот такой вот красавчик. Кому уже понравилось, не забывайте ставить лайк. Ну что, друзья, тортик у нас хорошо настоялся. Давайте разрежем и посмотрим, какой он получился внутри. По тому ощущению, как в тортик заходит нож, он очень-очень нежный. Вы только посмотрите, какая у нас с вами получилась красота и вкуснота. Очень-очень нежный ореховый тортик. Нам уже не терпится все это попробовать на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.